3. Обалдеть! Это вообще получилось, смотрите, одна в одной. Привет всем любителям науки! Мы рады видеть вас на нашем канале, друзья. И сегодня вас ждут новые эксперименты. Да, мы для вас приготовили много всего интересного. Это, что это такое? Это ленты. Каждый умеет сделать обычную ленту. И каждый умеет сделать ленту Мёбиуса. Чуть-чуть попозже мы вам расскажем историческую сводку об этой ленте, а сегодня мы сразу попробуем провести этот уникальный эксперимент. Подожди, в чем его уникальность? Ну вот давай проверим сразу. Смотри, обычную ленту все знают, вот она. Да, обычную ленту мы взяли кусочек бумаги, склеили ее, и вот, пожалуйста, получилась вот такая вот штука, в которой может продеться рука. И смотри, сразу делаем одну простую вещь. Нам на этой ленте, чтобы увидеть интересный эффект, нужно поставить точку. И эту точку, от этой точки провести линию, то есть мы с вами, ну, вот так, чтобы было более наглядно, я для тебя, Герасим, рисую такую линию. И попрошу тебя обычную ленту, вот эту, ну, разрезать. По этой линии? Да, режь. Окей, хорошо. Итак, я беру обычную ленту, напоминаю, что это обычная лента, и разрезаю ее вдоль линии. Вот так. Ну, то есть мы берем предмет, грубо говоря, и делим его на две половины. Сколько предметов у нас будет? 2. Точно 2. Все это знают, что будет 2. Что ты меня обманываешь? Одинаковых или чуть поменьше? Я вообще-то тоже умный человек. Да, да. И сейчас мы давай. посмотрим, что... я не знаю, чем ты хочешь меня удивить, если предмет разрезать пополам, и он станет четверным, например. Это очень странно. Итак, смотрите внимательно. Я заканчиваю свой рез, и у меня получилось ровно 2 половинки ленты. Ну, а теперь мы знакомимся с лентой Мёбиус. Та же самая лента, но с маленьким заворотом. Из исторической сводки такая лента была впервые замечена еще в 3 веке нашей эры на древнеримских, как они вот в фресках, представляешь себе? Вау, ничего себе! Ну, а теперь я попрошу то же самое. Думаю, что для наглядности просто не буду сейчас рисовать линии. Разрежь эту ленту на 2 половины. Точно так же, как Вот точно так же. Смотрите, то же самое. Уже без линии, потому что у меня очень отличный глазомер. Даже сниму очки, смотрите. Глаз алмаз. Вижу, как у тебя дергается один глаз. Давай, режь. Это дергается глаз алмаз, а обычный глаз у меня не дергается. Да? Вот смотрите, то же Итак, самое. Я режу, я починил, кстати, нож. Да? Я режу ровно в середине. Смотрите, всем видно. Вот я прям посерединке. Ну вот отделяем, Да, получается. сейчас. Не отходя от То же от самое. задания. Мы делим предмет на 2 части. Вот. Смотрите, осторожно, там все расклеится. Итак, Раз, два, 3. И получилось 2... В смысле? Одна большая. Одна большая получилась. Это как Как это так? Только смотри, она 2 раза перекрученная. Обалдеть! Почему? Почему одна большая получилась? Почему не 2? Так, тут какие-то нарушения законов пространства, что ли, математического. Непонятно. Ты понимаешь что-нибудь? Ха-ха, вот это интересно. Давай еще раз проведем этот Если кто-то эксперимент. это сразу может объяснить, напиши в комментариях, а мы попробуем... Теперь я беру такую же ленту Стоп, Мёбиуса. у меня другая идея вообще. Смотри, мы делаем другой эксперимент. Я резал ровно посередине, а ты режь чуть-чуть вот тут в стороне. Давай, хорошо. Если отрезать от обычной ленты, вот так вот взять чуть-чуть в сторону, сместить, то мы отрежем, будет одна широкая лента, а одна будет тоненькая. Так, давай сейчас проверим сразу. Раз ты проверял, тогда я беру вот так чуть-чуть с краю, да? Берет с краю Максим Ага. и режет с краю. Ну, так, сейчас я... Ага. Так. Но с этими свойствами ленты Мёбиуса нужно еще разбираться. Тут надо понять, почему именно 2 переворота, почему она не разделилась пополам. Хотя... Подожди, вот с краю, да? Отрезаю прям с краю, да? Итак, ты с краю режешь, Да, смотрите. Он режет с краю. Ага. И сейчас смотри, будет одна большая. Оба-на! Вот, пожалуйста, обычная лента. Получилась одна широкая, другая тоненькая. Будет ли то же самое с лентой Мёбиуса? Так, Опять так. отступай ровно вот столько же от края ленты Мёбиуса. Вот так вот с краю, да? Да. Ага. И пошел разрезать. Так, интересный. Сейчас будет одна
гигантская лента, в 2 раза больше, я же сделал. Точно. Так, Ага. так, что-то долго резать, как почему-то. Опа! У него не совпадают резы уже. Представляешь, намного дольше. Начинается вообще какая-то Что-то я ничего невероятная замутка. Это в 2 раза дольше получается резать как-то. Это на математический замут. Введем Видишь, я тебе говорю, одна большая получается. Обалдеть. Гигантская. Сейчас получится одна гигантская. Так, так, Внимание, Так. господа, заканчивается Так. этот челлендж. так, так. Сейчас одна гигантская, видишь, какая тонкая получается. Итак, так, мы- раз. 2. Готов, подожди, разделилась. Все, я дорезал. Раз, 2, 3. Обалдеть! Это вообще получилось, смотрите, одна в одной. Это так на заводах делают цепочки, я понял. А, вот оно что. Смотрите, вот это невероятно. Если с обычной лентой у нас получилась одна толстая, другая тоненькая, а здесь толстая и тоненькая, но они одна в другой. Вот это да. Вот это, друзья мои, неразрывность пространства. Это какой-то математический Ну фокус. что, а теперь маленькая историческая сводка перед тем, как мы будем рассказывать. Да. Фердинанд Мёбиус Да. в 1858 году официально считается открывателем вот такой невероятной ленты. Сейчас эта лента используется в проигрывателях, в магнитофонах пленочных, то есть камеры, которые снимают двухсторонние. А, я знаю, я еще могу вам привести еще один пример. Дело в том, что лента Мёбиуса используется на кассовых аппаратах в любом гипермаркете. Конечно, еще самое интересное, что лента Мёбиуса используется на эскалаторах метро, Ага. которые вот поручни едут, они переворачиваются, чтобы... Чтобы с двух сторон быть использован. Ну почему? Давай объясним. Итак, самый главный эффект ленты Мёбиуса. Как она делается? Я сделаю обычную ленту, склеив ее. Но чтобы сделать ленту Мёбиуса, вам нужно совершить одно очень небольшое действие. Нужно взять вот эти две половинки и одну из них просто перевернуть на 180 градусов. И только тогда склеивать. И у вас получается вот такая вот лента Мёбиус. Теперь самое главное, почему эти ленты используются на кассовых аппаратах? Потому что если взять обычную ленту, и она будет длиной, например, 2 метра, да? Да, да. 2 метра, и по ней заставить пробежать муху или таракана, то он пробежит, Только один круг. да, по одной стороне ровно 2 метра. Но если он побежит по ленте Мёбиуса, то он пробежит, Он пробежит в 2 раза больше. да, 4 метра, потому что у ленты Мёбиуса нет двух сторон, как у обычной ленты, а есть одна, но большая сторона. Она как бы, одна сторона втекает в другую и наоборот. И самое интересное, что все-таки еще раз доказывается, что если в пространстве, грубо говоря, точка стоит вот только с одной стороны, ей никак не оказаться с другой стороны. Ну а в ленте Мёбиуса это возможно. Ставим точку с одной стороны. Да, пожалуйста, точка. И И если повести линию, если повести линию вдоль этой точки, вот так ведем, смотрите, о, пошла линия по ленте. Пошла. то когда эта линия сделает ровно один круг, она окажется не соединяется, а оказывается с другой стороны. Вот, смотрите, эта точка, но она оказалась вот на другой стороне поставлена. Поэтому, чтобы до нее довести линию, нужно вести по противоположной стороне. И только спустя какое-то время и какое-то расстояние мы придем обратно в эту точку. То есть в 2 раза больше. В общем, друзья мои, лента Мёбиуса помогает нам в разных областях производства. То есть она увеличивает износ какого-нибудь полотна в 2 раза. Представляете? То есть кассовый аппарат, если его ленту повернуть как ленту Мёбиуса, будет работать в 2 раза дольше. То же самое касается любых конвейерных лент. В общем, вот такая интересная штуковина. Сделать можно дома, с родителями, без родителей, с друзьями, без друзей. В общем, подписывайся на канал. Если знаешь, где используют ленту еще, напиши в комментариях. А мы с тобой прощаемся. До скорых роликов.